Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание нашему кошельку и поговорим о том, почему же нельзя носить фото наших родственников, на фотографии наших любимых в нашем кошельке. Чем это грозит и почему это приглашает в нашу жизнь только одни беды, неприятности, нищету и безденежье. Далее в этом видео. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете для себя много полезной, важной и нужной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео, в комментариях под этим видео напишите «Принимаю и благодарю», и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также узнают эту важную и ценную информацию. Вы знаете, очень часто можно увидеть, как люди носят в своем прекраснейшем кошельке фотографии своих родных и близких им людей. И некоторые люди даже вставляют собственную фотографию или еще хуже изображение умерших родственников в свой кошелек. Видимо, в минуты томительного ожидания в очереди перед кассой супермаркета, видимо, очень приятно взглянуть на лица дорогих нам людей. Тем не менее, носить такие фотографии в кошельке не рекомендуется по нескольким причинам. Что же это за такие причины? Далее мы в этом видео поговорим. Если просто мы с вами хорошо подумаем, то привычка вставлять в кошелек фотографии наших родных и наших близких людей выглядит несколько нелепо. В чем же смысл этого действа? Если человек хочет иметь при себе постоянное, казалось бы, напоминание о своих любимых людях, но при чем тогда здесь наш кошелек? Вы можете заказать даже медальон с фотографией и носить изображение дорогого человека на теле. Теперь практически у каждого есть телефон, он доступен, куда вы можете поместить, например, папку с изображениями родных, близких и регулярно просматривать, когда у вас возникает такое желание. Если во время разлуки вы хотите все время видеть перед собой лицо любимого человека, то поставьте такую фотографию на рабочий стол. Это, с одной стороны, красиво и уж точно безопасно. Просто место вы должны понимать, где вы храните деньги и где вы храните фотографии любимых людей, как-то не очень гармонично смотрятся вместе. Это вот первая такая причина, почему не нужно в свой кошелек класть и фотографии близких, родных людей. Причина вторая, и она очень важная, почему нельзя фотографии класть в наш кошелек. Это причина энергетическая. Потому что у любой фотографии очень мощная энергетика. Недаром маги, колдуны проводят различные магические ритуалы, обряды на фотографиях. Деньги также обладает сильным энергетическим полем, который способен сильно влиять на людей. И получается, что фотография в вашем кошельке находится вот в эпицентре вот этой денежной энергии и пересекает ее, пересекая поток денег, и тем самым вы, возможно, не осознавая, отворачиваете удачу в делах, связанных с финансами. Да, кто-то сейчас скажет, ну как же, я люблю свою бабушку, да, ее нет в живых, но я люблю носить фотографии. Вы должны понять раз и навсегда, что кошелек изначально, испокон веков, еще когда-то в древние времена не был придуман для фотографий или для того, чтобы класть любую фотографию в кошелек. Он был четко придуман для одной цели, чтобы там находились деньги, которые привлекали еще больше денег. Знаете, вот кошелек это своеобразный магнит для привлечения денег. Поэтому, когда вы кладете фотографии в свой кошелек, то таким самым образом
вы выбиваете энергию денег, потому что деньги, они знают, что это именно это ихнее место, где они должны быть, находиться, разводиться и приносить своему хозяину удовольствие. Но тут появляются фотографии, и фотография начинает, благодаря фотографии, ее энергетике, начинает происходить определенный дисбаланс, дисгармония. И вы это не видите. Это все происходит на энергетическом плане. И в вас, в вашей системе происходит, знаете, такой вот дисбаланс, происходит разрыв. И у вас постепенно, потихонечку начинают исчезать деньги. Сначала из вашего кошелька, потом из вашей жизни, потом появляются у вас какие-то проблемы, особенно связанные с работой, то есть с теми источниками дохода, которые вроде бы вас должны пребывать. Кроме того, пожалуйста, время от времени проводите генеральную уборку в своем кошельке. Не нужно в кошельке держать все то, что не относится к деньгам. Даже банковские карты, особенно кредитные банковские карты, не держите в кошельке. Держите их в отдельной какой-то папочке, портмоне. Сейчас много различных красивых визитниц есть. Потому что, как правило, кредитные деньги – это деньги с энергетикой оттока денег от вас. Потому что кредитные деньги – это деньги все-таки разрушения. Обращаю ваше внимание, кто первый хотя бы раз взял кредиты в банке, то со временем у него начинает, знаете, так своеобразно МММ происходить. То есть он постоянно все больше, больше, больше и больше берет. И он не может выйти вот из этой, вот знаете, такой беговой дорожки. Он постоянно крутится по кругу, только сумма денег в кредитных, она постоянно увеличивается. Поэтому, чтобы этого не было, пожалуйста, любите свой кошелек, храните только деньги. Если у вас предназначено, допустим, монеты есть, да, в вашей стране, то держите такие монеты именно в отдельном кошельке, а не все вместе. Ну и причина, друзья, третья, о которой мы далее скажем, это, скорее всего, причина суеверная. Потому что в народе бытует такое вот мнение и суеверие, которое говорит о том, что человек, чью фотографию вы носите в кошельке, никогда не будет счастлив. Поэтому люди, которые состоят в романтических отношениях, это народная примета сулит скорое расставание и даже разочарование в любви. Конечно, кто-то скажет, я сейчас не верю этим народным приметам, вы рассказываете тут какую-то ерунду и так далее, и так далее. Это ваше право. Это личное дело, наверное, каждого. Но нужно помнить, что дыма без огня не бывает. И те народные приметы, которые сегодня мы знаем, это передавались советы, рекомендации из поколения в поколение. Поэтому вы можете пройти мимо. Но когда появляются проблемы, пожалуйста, не спрашивайте никого, почему именно так происходит в вашей жизни.